Привет, дорогие бэйби-веганы и сочувствующие! Устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами поговорим о том, как путешествовать по Японии, когда ты веган. Забегая вперед, сразу отвечу на главный вопрос: сложно ли это? Ну а сами как думаете? Во-первых, пара слов о подготовке к поездке. В первую очередь прошерстите Happy Cow, найдите там все понравившиеся места и отметьте их на Google картах, потому что Google карты можно сохранять в офлайн режиме. Это существенно упростит вам жизнь в поездке. Но если вы не успели или поленились это сделать, то всегда можно прямо в Google картах вбить Vegan Near Me и по результатам, по отзывам выбрать понравившиеся места. Также подготовьте карточки, которые на английском и японском объяснят вашу ситуацию сотрудникам кафе, ресторана или магазина. Их можно скачать на сайте, ссылку я оставлю в описании. Если вы и это не успели сделать, то в Токио и Киото есть специальные век-карты. Токийская карта выглядит вот так. Мы взяли ее в одном из туристических центров Токио, недалеко от нашего хостела, и она абсолютно бесплатна. Кроме того, помимо самой карты с ресторанами, здесь есть страничка, которая вам поможет заказать еду в любом месте по всей стране, потому что здесь наглядно показано, какие продукты вы не едите, и также на английском и на японском написано, что вам нужно веганское меню, потому что вы не едите мясо, морепродукты, яйца, молоко или мед. Очень полезная штука. Если есть время, выпишите основные слова, которые обозначают продукты животного происхождения. Причем как иероглифы, так и транскрипцию. Иероглифы пригодятся вам при чтении составов в супермаркетах, а транскрипции в маленьких ресторанах и уличных кафе. Особенно там, где нет веганского меню. В Японии сносно говорят по-английски, но мы несколько раз попадали в неловкие ситуации трудностей перевода, когда мы спрашивали что-то вроде «Здесь нет яйца, да?» И нам отвечали что-то в духе «Да, яйцо». И не было понятно, это значит, что это «да» означает, что «да, яйцо есть», или «да, нас поняли», или «да, яйца нет». Ну, в общем, чтобы избежать таких ситуаций, подготовьтесь. Можно, конечно, спросить «Корива веган desu ka?», но не факт, что вас поймут, потому что слово «веган» не везде известно. Также особое внимание обратите на иероглифы, которые обозначают мед, потому что его добавляют в хлеб, соевое молоко и другие продукты, которые мы бы с вами на первый взгляд сочли веганскими. И рыбный бульон даши, потому что его добавляют практически во все несладкие блюда. Кстати, я прямо сейчас, думаю, хороший момент, чтобы извиниться за все мое странное произношение японских слов, достопримечательностей, мест и так далее. Сумимасен. Гоминасай. Я не знаю, зачем я это делаю. Я надеюсь, что это не расизм. О май гад. Изучите какие-нибудь статьи о том, какие случайно веганские продукты вы можете купить в магазине, а какие, на первый взгляд, веганские продукты, наоборот, содержат в себе ПЖП. Еще такую информацию можно найти в специальных группах на Фейсбуке, типа Vegan Supermarket Finds Japan или Is It Vegan Japan. Ставлю примеры в описании. Короче, проводите ресерч, если хотите жить комфортно и питаться разнообразно. А теперь к делу. Вот вы приехали в Японию. Начнем с самого простого и сложного одновременно. Конбини. Это такие магазины на углу, и название их происходит от английского convenience store. В Японии их более 50 тысяч, а это значит, что, скорее всего, ваш первый и последний перекус в этой стране произойдет именно там, потому что это самый доступный и бюджетный вариант. Три главные сети, 7-Eleven, Family Mart и Lawson, предлагают разные варианты для веганов, поэтому, чтобы наверняка купить тот снэк, который не содержит свиного жира, рыбного бульона или чего-нибудь еще в этом духе, погуглите сначала что-то вроде Vegan Convenient Japan, и вы найдете списки продуктов с фотографиями в интернете. Вот на чем можно прожить экономному вегану из моего опыта. Первое и главное, это, конечно же, онигири с маринованной сливой из Family Mart. Также в Family Mart можно купить анман. Это такая паровая булочка с начинкой из сладких бобов. Еще есть два вида сладких батончиков. Это батончик Soy Joy Crispy и батончик Асахи, который можно найти во всех сетях. Некоторые рисовые крекеры типа кабуки-аги покрыты только сладким соевым соусом и не содержат в себе ПЖП. Мы брали такие в Family Mart. Еще, конечно, роллы с натто. Family Mart и мочи или данго в Family Mart или 7-Eleven. Прелесть конбини в том, что на них всегда можно рассчитывать. Даже если вы застряли на пит-стопе между двумя городами и не знаете, когда сможете поймать машину и добраться до места назначения. Или если вы оказались в глухой деревне на одном из южных островов, где вокруг нет не то что веганской, но даже вегетарианской еды и кафе. Конбини всегда рядом, круглые сутки, каждый день. Мое сердечко отправляется вам конбини. Следующий уровень – супермаркеты. Если вы живете в хостеле или снимаете квартиру, или остановились у каучсерфера, вполне вероятно, что у вас будет возможность воспользоваться небольшой кухонькой или холодильником и приготовить какие-то простые блюда дома. Сразу предупрежу, что найти хлеб по вегану практически невозможно.
фрукты и овощи упаковываются в большое, страшное, невообразимое количество пластика. Кроме того, они часто стоят совсем недешево. Но на помощь всегда приходит веганская классика. В первую очередь, конечно, тофу, потому что здесь его десятки вариаций, и он стоит копейки. Хлопья с соевым молоком, крекеры с арахисовой пастой и джемом, макароны с томатным соусом. Все это можно найти в супермаркете за приемлемые деньги. Иногда все идет как надо, и получается классный тофу скрэмбл. А иногда получается катастрофа, когда готовишь пасту с просроченными грибами, которые прикупила по скидке, и они на вкус как мыло. Итак, Токио, потому что где, как не здесь, начинаются все путешествия. Я могла бы долго рассказывать вам о том, как в Токио прекрасно, чисто, организованно, красиво, людно, сумасшедше. У меня, если честно, нет слов, чтобы описать мои эмоции, а если вы ищете какой-то travel-влог или какие-то советы о путешествии в Токио, лучше посмотрите это у travel-блогеров. А мы с вами будем говорить, конечно же, о еде. Что приходит на ум, когда мы думаем о японской кухне? Ну, помимо суши. Наверное, в первую очередь, это все-таки рамен. Чуваки, я нигде не ела такого вкусного рамена, как в Японии. Да, поразительно, что веганский рамен максимально насыщенный и вкусный, и вообще даже не замечаешь, что он по вегану, если честно. Единственное, к чему было сложнее всего привыкнуть, это то, что при еде принято громко хлюпать, втягивая лапшу в рот, потому что, во-первых, это просто знак приличия, вы так показываете, что вам нравится то, что вы едите, а кроме всего прочего у этого есть практическая составляющая. Когда вы вот так широко втягиваете лапшу в рот, то она не так сильно разбрызгивается по сторонам и одновременно охлаждается. Иногда еда превращается в настоящий аттракцион, что, мне кажется, довольно характерно для Японии. И раз уж мы с вами заговорили о рамене, я не могу не упомянуть музей Cup Noodles, который находится в часе езды от Токио в городе Йокогама. В этом музее оригинально и подробно рассказывается история лапши быстрого приготовления и ее создателя Момофуку Андо. Кроме всего прочего, там есть My Cup Noodles Factory, такая мини-фабрика. Там можно собрать собственную лапшу быстрого приготовления. Там-то и сосредоточено наибольшее количество взрослых, которые пришли в этот музей. И они терпеливо сидят за столами, разукрашивают свои стаканчики, ждут в очереди, наблюдая за тем, как за стеклянной перегородкой сотрудники музея очень эффективно и эффектно предпринимают все необходимые шаги, чтобы собрать вашу индивидуальную лапшу. Правда, я свою чашку уже съела вчера, в ходе неудавшихся съемок этого видео, поэтому теперь это стакан для фломастеров. Reuse, recycle, да? Окей. Единственный лайфхак, которым я могу поделиться, это попросить не добавлять никакой порошковый бульон в вашу чашку, потому что, насколько мне известно, на данный момент все вкусы instant ramen в Японии не по вегану. Даже чили томато. Но за фуд-развлечениями не обязательно далеко ехать. По всему Токио есть те самые суши-рестораны с конвейером, которые когда-то казались вершиной технологий. Да, я знаю, что это банально, да, я знаю, что на дворе 2019 год и заказать еду с айпада в этом нет ничего особенного, но мне очень хотелось вычеркнуть этот пункт из своего списка, и, в общем-то, мы отправились в ресторан Генки Суши в Шибуе. Шибуя! Скажу сразу, поход в такой ресторан не стоит вашего времени, хотя, впрочем, стоит своих денег. Мне кажется, что прождать 20 минут в очереди в ожидании того, что тебя сейчас этот ресторан поразит вкусовым разнообразием или какой-то супертехнологией, оказаться в итоге за столиком рядом с кухней и получить свои роллы с натто, выбранные из очень скудного из очень скудного набора век опций, получить даже не по конвейеру, а прямо в руки, потому что ты сидишь рядом с кухней, это просто печально. Хотя я слышала теорию, что, возможно, я получила их в руки, потому что это ролл с натто. Натто — это ферментированные до состояния легкой тухлости. Ну ладно, может быть, просто ферментированные соевые бобы. Никто не хочет нюхать ролл с натто, пока он едет на конвейере. Ребята, я люблю натто. There. I said it. Я люблю натто. Зато в этом ресторане можно напиться сносного зеленого чая, который подается бесплатно, вернее, подается там просто краник, и можно наливать бесконечно горячую воду. И, в принципе, это очень недорогой способ наесться. Особенно, если вы любите японскую экзотику типа натто или маринованных синих баклажанов. Потому что это, в принципе, буквально 2 из 3 вариантов того, что вы можете там заказать. Отправляясь куда-то из Токио, знайте, что на главной станции
на Токио Стейшн есть аж 2 ресторана с веганским раменом. Kyushu рамен и Teas Tantan. В Teas Tantan, кстати, можно купить такой тоже инстант рамен, по-моему, единственный веганский, существующий в Японии. Полностью веганский и прямо очень такой классный. Я купила несколько упаковок в подарок и домой, и вот у меня одна осталась. А в токийском аэропорту Ханеда, из которого отправляются большинство внутренних рейсов, есть полностью веганское кафе, где, если повезет, можно попробовать мелон-пан, дынную булочку, которая на самом деле изначально не содержала в себе дыни, а просто была на нее похожа, и благодаря этому получила такое название. Нам, к сожалению, не повезло, но наш завтрак там был просто супер. Для аэропорта это бомба. Знаете, в гораздо более вег-френдли городах в аэропорту даже не пахнет абсолютно веганским кафе. Поэтому мое уважение Токио. Если вы путешествуете по стране, как и мы, то имеет смысл отведать блюда, которыми славится тот или иной регион. В Токио можете начать с таяки. Это такие пирожки в виде рыбки. Хочется сказать карпа, но в форме карпа это в Корее, а в Японии в форме insert word here. Кстати, у таяки много общего с другим видом японской выпечки – анман, про который мы уже говорили. Та же начинка, примерно та же цена, но главное сходство буквально налицо. На острове Окинава главный растительный продукт – пурпурный батат. В свое время он решал практические вопросы жизни и смерти людей на острове, а сегодня он обрел статус суперфуда, и поговаривают, что именно благодаря ему жители Окинавы живут так долго. Собственно, ничего удивительного, потому что в одной такой картофелине содержится половина дневной нормы витамина С, а оксидантов там в 150 раз больше, чем голубики. Ничего удивительного, что он стал главным символом, читай, сувениром острова. На каждом углу Кокусай-дори, это главная торговая улица Нахи, пестрят желто-фиолетовые коробочки с главным деликатесом – тарталетками с кремом, начинкой из бени-имо. Так он называется по-японски. В фирменных магазинах Окашиготен можно даже подсмотреть, как делают эти тарталетки на конвейере. А еще на Окинаве можно попробовать редкий деликатес – водоросль каулерпа. В Японии ее называют уми-будо, то есть морской виноград, или зеленая икра. Название, как вы понимаете, не случайно. На вид эти пузырьки похожи на крошечные грозди винограда, а на вкус и по ощущениям во рту похожи на мелкую рыбью икру. Если честно, я бы не отказалась, чтобы все роллы, использующие тобико, перешли на уми-буду. Но, судя по всему, этих водорослей не так много в мире. На все роллы в Якитории не хватит. Осака славится 2 блюдами. Одно из них — такояки. В оригинале это такие шарики из теста с начинкой из осьминога. Вообще осьминог очень популярен почему-то в Осаке, и это, конечно, очень грустное зрелище, когда они продаются, просто вот такие вот бэйби, маленькие осьминожки продаются на шпажках. Осака дизлайк. Но в одном месте, в одном ресторане такояки есть по вегану, и это просто отвал башки, как вкусно. Настолько вкусно, что я не удержалась и в последний день в Токио купила вот такую сковородку для такояки. Не знаю, что из этого выйдет, просто спойлер. Люди, у которых количество терпения стремится к нулю, лучше не стоит пробовать приготовить такояки самостоятельно дома. Это просто очень непростой, трудоемкий процесс. Но просто хочу сказать, подходите к покупкам осознанно, не будьте как я. Так вот, второе блюдо, которое непременно нужно попробовать в Осаке, это окономияки. Такой несладкий блинчик из капусты и разных овощей, просто топчик. Фирменное блюдо этого региона. К счастью, его веганскую версию можно попробовать в том же ресторане, что и такояки, поэтому вы можете пойти туда и сэкономить время на то, чтобы прогуляться по улицам Осаки или зачекать замок. Ну, а теперь Public Service Announcement. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Я уже говорила, как люблю данго, как я за этот месяц полюбила данго. Я просто обожаю данго. Не могу думать ни о чем, кроме данго. Данго — это такие шарики из рисового теста, то же самое, что и мочи, в принципе, но наколото на шпажку. Вы наверняка знаете вот этот эмодзи, так вот это и есть данго. Его есть множество разных видов, но тот, который чаще всего мне встречался по вегану в Японии, это митараши данго. Рисовые шарики в данном случае покрывают такой глазурью из сладкого соевого соуса, крахмала и сахара. Что-то в этом духе. Это просто так вкусно. Просто... Так вот, в Киото можно попробовать оригинальный митараси данго. В оригинальном рецепте этих рисовых шариков должно быть именно 5, потому что они символизируют человеческое тело. Это голова, 2 пары рук и 2 пары ног.
Очень вкусно, супер деликатес. Обычно продается в Канбине гораздо дешевле, но именно здесь, в месте, где этот десерт появился, он стоит 600 йен, и к нему дают чай. И раз уж мы заговорили о Киото и его храмах, нельзя не упомянуть сёдзин-рёри, дзен-буддийскую вегетарианскую кухню. Ее непременно стоит попробовать в этом регионе. Это чаще всего очень недешевое удовольствие, но мне кажется, стоит того, чтобы попробовать хотя бы один раз. В идеале нужно поехать на гору Коя и переночевать там в монастыре и отведать вот эту еду, но если у вас нет времени или финансовой возможности это сделать, у нас не было, то можно сделать это проще, и когда вы в Токио будете посещать бамбуковую рощу, можете пойти в ресторан Шигетсу. Там очень приятно, он окружен садом на территории храма Тенрюдзи. Если честно, я даже не уверена, что было у меня на тарелке, но все это было очень вкусно. Собственно, благодаря обилию храмов и распространению кухни сёдзин-рёри, Киото стал центром тофу-культуры. Да, вы не ослышались, центром тофу-культуры. В Киото есть множество специализированных тофу-ресторанов, где можно попробовать всевозможные продукты из сои, которые произведены прямо там же, где-то на месте или в этом регионе, поэтому они максимально свежие и очень вкусные, и совсем не похожи на тофу, который вы покупаете в магазине типа Ашана, где он в тетрапаке, или в Вкусвилла. В общем, нет. Попробуйте тофу в Киото. Среди всего прочего, в Киото можно попробовать юбу. Юба — это такая пленка, которую снимают с соевого молока при приготовлении тофу. И иногда в некоторых других странах Азии ее собирают и высушивают, и продают в таком виде. И мы в России знаем это под названием корейская спаржа. Да, корейская спаржа — это и есть, по сути, засушенная юба, то есть собранная и высушенная вот эта пленка соевого молока. Но в Киото ее едят свежей. И это так вкусно. Знаете, вот пленка с коровьего молока всю жизнь вызывала у меня отвращение. А юба была такой вкусной и такой нежной. Вообще, из всех посещенных нами городов, Киото мне показался наиболее вег-френдли в том смысле, что там как будто бы больше всего активности в социальных сетях, группы на Фейсбуке есть у киотских веганов, и там постоянно проходят какие-то встречи, мероприятия и так далее. В общем, если вам интересно познакомиться с японскими веганами или просто с веганами, которые живут в Японии, я рекомендую найти на Фейсбуке вот такие группы по интересам и посмотреть, какие у них предстоящие события. В том числе, благодаря таким группам мы попали на веганский фестиваль в Токио, в парке Уэно. И встретили там наших знакомых с каучсерфинга абсолютно случайно. Веганский мир тесен. Вообще, за месяц нашего путешествия мы видели флаеры и плакаты, постеры о том, что веганские фестивали проходят в различных городах. На Окинаве, в Киото, в Токио. В Токио даже прошло их 2 за месяц, но мы вот попали только на последний. И несмотря на то, что это вроде был как фестиваль фестивалем, все равно было очень приятно видеть такое большое скопление веганов. Или не веганов, но сочувствующих. Ну и, наконец, мой топ-5 японских ресторанов и блюд в них. Это кафе находится в городе Наха на острове Окинава, и там много органической веганской еды, и мне очень понравилась сервировка, вообще как все это было сделано, очень вкусно, и, пожалуй, одно из моих самых любимых мест в Японии. Kyushu Ramen — это сеть в Токио, не веганская, но есть отдельная позиция в меню, которая называется Vegan Ramen. Я все время приходила туда очень голодная, поэтому никогда ничего не могла снять нормально, но вот этот рамен супер классный, наваристый, очень советую. Еще один победитель в категории «Лучший рамен в Японии» — это Tao Zen или же Mama Zen в Киото. Делают рамен на основе соевого молока и за очень приемлемые деньги в очень приятном маленьком месте, окруженном садом. Очень красиво, приятно и вкусно, как всегда. Эйнцов есть в Токио и в Киото. И еда там средняя, а вот десерты, матча, панкейки и крем-брюле очень вкусные, хотя немножко дороговатые, но такие, за которыми хочется вернуться. Нигде больше не пробовала веганского крем-брюле. Для меня это было большим открытием. Наконец, последнее место мы уже с вами обсуждали. Это кафе Мацури в Осаке, где подают такояки и
Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось и поможет вам спланировать поездку в Японию. Или если вы еще не планируете, то после просмотра загоритесь желанием туда поехать. Я могла бы еще очень долго рассказывать о том, как мне страшно понравилось там и как мне уже не терпится вернуться в эту удивительную страну, где все настолько четко и упорядочено, и при этом душевно, и как-то сумасшедшее, и ярко, и красиво, и вкусно, и просто вау! Мне кажется, мой релакума меня осуждает. Пожалуйста, съездите в Японию и убедитесь в том, что быть веганом в такой стране совершенно так же просто, как и в Москве, мне так кажется. Надеюсь, что и вам так покажется. Если вам вдруг не хватает того контента, который я выкладываю здесь, с очень незавидным постоянством, можете подписаться на мой инстаграм и телеграм. Ссылки есть в описании. А если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и разные другие вещи, которые ютуберы говорят, чтобы победить алгоритм ютуба. Тут такой танец, типа. Vegan Japan. Vegan Japan. Vegan Japan.